Здравствуйте, любители винтажной аудиотехники. Приветствую всех, кто считает, что после 1988 года ничего достойного в переносной аудиотехнике уже не было, и никто лучше не делал. И сегодня как раз на нашем тесте аппарат, наверное, апогей всей шарпостроения компании Sharp. Это Sharp VF939. Заметьте, он стал уже через WF, не GF, как до этого означались, а именно WF. Почему это произошло, кстати, я не знаю, почему сменилась маркировка таким образом. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, мне в комментарии, мне очень интересно. Про этот аппарат трудно рассказывать, потому что про него уже, наверное, все рассказано, и многие профессионалы сейчас скажут: «Боже, что ж ты нам можешь уже рассказать?» Но я проведу маленький тест. Как вы знаете, в двухкассетных магнитолах всегда в одной деке запись, во второй воспроизведение, а записи нету. Так вот, в этой магнитоле, в отличие от всех, 6 кнопок как слева, так 6 кнопок, так и справа. Если вы знаете ответ, для чего 6-я кнопка в воспроизводящей деке, то вы можете мое видео не смотреть. Вы профессионал, и вы ничего нового не услышите. Если не знаете, давайте досмотрим до конца, я вам расскажу, почему в 939-м, в отличие от, к примеру, 800 и всех предыдущих, вот 800 его предшественник, где 5 кнопок и 6 справа. В этой же деке магнитоле 6 и здесь 6. Давайте я вам расскажу. 939-й Sharp, всем известный, появился, первый раз представлен был, насколько говорит интернет, 86-й год. Пик его производства был 87-88 год. Выпускался он в Японии. И аппараты все были made in Japan. Также была модификация Sharp VF940, который отличался только тем, что у него был другой диапазон частот, не было тонкой подстройки вот этой, и была кнопочка Dolby, здесь одна дополнительная для шумоподавления. В принципе, в всем остальном это такой же аппарат. Еще важное замечание: часы там в 24-часовом диапазоне. Здесь часы в 12-часовом, где показывают AM, PM. До полудня и после полудня. То есть американский такой вариант. Почему такие часы были и почему они выпускались на Европу, для меня загадка. Главным новшеством этого аппарата, в отличие от своего предшественника Sharp GF800, это стала реверсная протяжка. Притом она была не просто реверсной, как во многих деках. В одной деке была реверсная, во второй была запись. Чаще всего в этой же вариации было в обоих деках реверсная протяжка. И вам не надо было теперь переворачивать кассету. Можно было автореверсом перевернуть. Также появилась функция воспроизведения этой кассеты по кругу, воспроизведения 2 кассет по кругу. То есть здесь появились дополнительные кнопки, сам реверс и воспроизводить от начала до конца сторону, воспроизводить кассету по кругу здесь. И это действительно был прорывом. Эквалайзер уже 10-полосный был представлен в Sharp GF800 предыдущей модели, потому здесь он не стал такой новшеством, но здесь стал 10-полосный спектроанализатор. Настолько красивые эти сделанные индикаторы, прекрасные, ни в одном другом аппарате такого не было. Есть, конечно, у него основной конкурент, более-менее похожий аппарат, это Panasonic RX200, RX, если не ошибаюсь, 200 точно. Очень похожий аппарат с похожими функциями, но у него спектроанализатор не 10 полос, а меньше, по-моему, 5 только. И он
еще спорят, кто первый появился, он или Sharp 939, но что это было два конкурирующих аппарата, это точно. Еще одним большим, важным таким новшеством стала квадратная акустика. Вы видите, она стала не круглая, а квадратная. Она на самом деле квадратная, это не поролон. Она квадратом. И акустика стала трехполосная. Теперь есть низкие частоты, средний и высокочастотник. Трехполосная. Конечно, характеристики этого аппарата не превосходили 800, но сказать, что он звучит намного лучше, так для меня не лучше, как мне кажется. Но что достойно, басы и низкие есть. Но с другой стороны, это был уже конец 80-х, когда уже, будем говорить, китайцы наступали на пятки, надо было делать что-то особенно функциональное, но при этом это все-таки переносной аппарат, ему надо было сделать вес, и вот, допустим, акустика здесь, просто тоненькая, я не знаю, как люди, я видел в интернете, проклеивают ее изнутри, чтобы она звучала, потому что это же все посторонние шумы. Допустим, в том же, вот 800 Sharp внизу стоит, звук, слышите? И здесь она более тонкий явно, пластик сделан. Но благодаря трехполосности она выдает хороший достаточно звук. В принципе, если пройтись по функциям, здесь опять же был таймер, как в 800-м Sharp, по который появился таймер, часы и sleep таймер для выключения. Извините, клок, таймер и часы. Можно было выставить не просто время, можно было выставить время включения. Тогда здесь была кнопочка, вы нажимали вот здесь дополнительную кнопку, выключали аппарат кнопочкой Power, и он включится благодаря этой нажатой кнопке по времени, которое он должен был включиться. И там будет, если вы нажали кнопочку Play, то будет Play в кассеты, или если радио включено, то будет включится радио. Точно так же включается, есть кнопочка Sleep. Вы как в телевизоре, вот выбираете время, видите, я выбрал 64 и могу уменьшить, вот от 64 минуты и меньше. И дальше он включился, при этом, видите, выключена кнопочка Power. И через это, когда истечет время по таймеру, он сам произвольно выключится. Это была та же функция. Немножко по-другому здесь реализовано, кнопочек поменьше сделано. Как по мне, так немножко менее удобно, чем в 800. Может быть, я просто привык. Естественно, есть выбор типа пленки в каждой деке. Хром, нормал, металл. Ускоренная перезапись, здесь ничего нового. Тейп. Лайн или фонокорректор, можно подключить проигрыватель пластинок, радио, моностерео. В принципе, так же, как на 800-м Sharp это все было. Ну и, естественно, тут один счетчик на правую деку, так и было. Подключение двух микрофонов и подключение наушников, так и было в 800-м Sharp, ничего нового. И самое главное, это лентопротяжка. Она кардинально новая, кардинально продвинутая, да очень сложный механизм, но очень достаточно надежный, как жизнь показала. Давайте попробуем что-то включить. То есть громкость немножко. Вы видите, вот работает сторона А, я могу нажать кнопочку, и вот сторона Б. То есть не надо переворачивать кассету. Если я вот этот флажочек поставлю в нижнее положение, то когда кассета закончится, эта сторона, включится вторая, автоматически проиграет, и тогда остановится. Здесь все идентично, плюс дополнительно кнопка, еще есть и запись в этой деке. Теперь про эту кнопку. Эта кнопка шестая позволяет воспроизводить последовательно две кассеты. Когда вы нажимаете эту кнопку, видите, нажимается сразу две кнопки и play. И если вы сейчас нажмете кнопочку на этой деке play, то когда закончится кассета первая,
Она может воспроизводиться по кругу, если вы так переключите, или просто одна сторона. Включится вторая кассета, то есть отключается эта кассета, включилась следующая. Видите? После сработки автостопа просто включается. Вот для чего шестая кнопка в левой деке. Она таким значком помечена небольшим. Красная такая стрелочка. Не всем понятно. Что же касается вариантов исполнения, то на наших просторах, конечно, были версии для СССР, так называемый Polar. Здесь была такая надпись Polar, наклейка наклеена, если вы видите, вот на сайтах продается и написано Polar. Это говорит о том, что УКВ там 64-74, то есть советский диапазон, который в принципе в современном сейчас мире там ничего не передают, потому аппараты, в которых 88-108, европейский диапазон или по тем временам азиатский, это версия Z, кстати, они ценятся больше. Версия с УКВ диапазоном советским 64-74, они, конечно, его перенастраивают, но цифры здесь совершенно другие. Но это уже не очень хорошо, когда в ваш аппарат кто-то лезет и что-то перенастраивает. Потому слушать только кассету не так интересно. Все-таки радио сейчас актуально, и потому аппараты 88-108, не Polar, ценятся больше. Что еще в этом аппарате интересное? В принципе, он один из тех магнитофонов, которые во время перестройки, то есть, как вы понимаете, это 88-89 год, уже, будем говорить, везли в Советский Союз вагонами, как многие пишут. Их вагонами продавали, потому что по тем временам появились деньги, кооперативы, люди стали зарабатывать. И такой аппарат, это было вожделение, будем говорить, советского человека, двухкассетник с автореверсом, с такими красивыми спектроанализатором, с эквалайзером. Ну, аппарат был действительно очень востребованный. А по тем временам еще не было FM-диапазона, и те версии, где были 64-74, тогда были, конечно, они более популярны, потому что для них специально разработали микросхему Polar для того, чтобы ловить этот советский диапазон. Он был только в Советском Союзе, потому по тем временам это было хорошо. Сейчас Polar получается не так актуален, потому что надо или перестраивать, или слушать кассету, потому что в том диапазоне там что-то есть, но основные радиостанции, конечно, в FM-диапазоне. Ну, давайте я вам покажу, что в нем сзади. Так, отключим его. В принципе, аппарат идентичен 800-му. Единственное, что, как по мне, немножко упростили здесь, как не только просто пластик упрощен. Допустим, там, посмотрите, какие здесь примитивные, допустим, заглушки, защелки. Там они были такие большие, крупные на пружинке. Здесь ее упростили. Там шнур накручивался, здесь он просто вот так прячется. Чтобы он не вываливался, вот пришлось такими вот кембриками его свернуть и спрятать. Также колонки снимаются, также их можно расставить, такая же антенна. Точно так же вход и выход линейный, переключение line, диапазон или проигрыватель виниловый, подключение фонокорректора, акустика точно так же подключается, потому основных таких различий нету. Здесь отсек для батареек, естественно, батареечка для часов, отдельно стоит батарейка еще специально, чтобы они не сбивались. Больше ничего нету. Как всегда, он сделан Made in Japan, и первые цифры, вот, кстати, здесь 8, это получается 1900
88 года он выпуска, означает год выпуска. В принципе, все, наверное, по этому аппарату. Про него достаточно много, я, наверное, не открыл вам новостей, но то, что это аппарат один из самых популярных, один из самых востребованных сейчас на рынке, он с 800-м делит, будем говорить, популярность, и продается он и покупается очень активно, и проблемы только, как всегда, как купить в идеальном функциональном состоянии. Вот это да, и тяжело покупать такие аппараты, но они есть. Они есть в продаже, и я думаю, что не жалейте, немножечко доплатите, возьмите качественный, хороший аппарат, и будете получать наслаждение, вспоминая молодость, и слушая его, и подключив к нему MP3-плеер, проигрыватель виниловый или еще что-то, слушать свою любимую музыку другом. Я вообще очень часто подключаю к своим аппаратам планшет или телефон, на котором стоит интернет-радио программа, и все радиостанции мира на одном планшете. Я подключаю и слушаю через эту акустику. Также вы можете взять его с собой, этот аппарат, и если есть интернет, также воспользоваться этой функцией. Потому они актуальны, они интересны до сих пор. Действительно, дизайн никто сейчас такое не повторил. И наслаждайтесь этими аппаратами, как это делаю я. Спасибо, до новых встреч. Всегда рад вашим комментариям. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на мои новые видео. Буду рад вашим комментариям. До свидания.